Сяоянь святой, уже на второй звезде. Гусюнер тоже достигла класса Доушен, более того, даже показали ее новый облик и дизайн. Теперь, кажется, пора и королеве Медузе совершить новый прорыв. И мы ждем этого с нетерпением. Когда же Цайлинь официально перешагнет в легендарный класс святой, какой будет ее внешность? Это мы сейчас и рассмотрим. Все началось с ее тренировки в безмятежном источнике и родословной семицветного питона, эволюция в девятицветного питона, поглощающего небеса. Да, как-никак, а для духовных зверей родословная играет ключевую роль. Кроме того, студия уже раскрыла будущий облик королевы Медузы на уровне святого. Посмотрите, как круто смотрится Цайлинь. Как, по-вашему, ей идет белый цвет в одежде и такой дизайн? Без сомнения, она стала выглядеть более величественной, как-то даже по-королевски, как настоящая королева Медуза. Ее новый дизайн смотрится даже интереснее, чем у Гусюнер святой. Итак, королева Медуза осталась культивировать в желтом источнике 9 глубинных питонов. Это идеальная среда для ее совершенствования. Кроме того, Сяоянь подарил Цайлинь невероятно ценный подарок – пилюлю 9-го ранга и сущность крови святого желтых источников. Само по себе это гарантирует огромный скачок силы, но это не главное. В безмятежном источнике Цайлинь ощутила присутствие знакомой ауры. Это вызвало у нее удивление, ведь все считали, что в этом месте не может никто обитать. И кто же это был? Огромная пара семицветных глаз медленно открывалась. Истинная форма Цайлинь сначала опустила голову и посмотрела в сторону самой глубокой части безмятежного источника. В этих змеиных глазах мелькал особый блеск. С тех пор, как она вошла в эти воды, она смутно почувствовала таинственный призыв. После того, как она ощущала этот призыв в течение более полугода, она наконец четко поняла, что этот призыв испускался со дна безмятежного источника. Это дно не было местом, где ранее запечатали Яо Мина. Оно было еще глубже, но даже Сяо Янь, которого защищало небесное пламя, не решался зайти так далеко. Она подумала в своем сердце: хотя чувство защищенности довольно приятное, но я все же предпочту быть сильнее тебя. Сейчас это будет трудно, но я должна, по крайней мере, сделать все возможное. Ох, это гордая, в хорошем смысле, Цайлинь никак не хочет отставать от Сяо Яня. Помните, как она в далеком прошлом могла прихлопнуть его одним пальцем? Теперь же Сяо Янь, наоборот, сильнее ее. Так что королева Медуза просто обязана стать сильнее. Семицветные змеиные глаза медленно моргнули, и Цайлинь тут же взмахнула хвостом. Ее огромное тело скрутилось в воде, и она быстро поспешила на дно безмятежного источника. Кто же там был? Целое племя семицветных питонов, поглощающих небеса, но не все оказалось так очевидно. Ведь, по сути, живых семицветных питонов на континенте Доуци практически не осталось. Когда Цайлинь погрузилась на самое дно безмятежного источника, даже глубже того места, где находился Яо Мин, пространство вокруг нее перестало быть обычной водой. Там царила странная тишина, словно само время застыло. Именно там Цайлинь обнаружила нечто, что не должно было сохраниться до этих времен. Под слоем древних осадков она обнаружила древний полуразрушенный алтарь, покрытый узорами, похожими на переплетенные чешуйки и семицветными символами, которые слабо светились, откликаясь на ее кровь. Как только она приблизилась, ее родословная королева Медузы и связь с линией семицветных питонов пробудили эти символы. Алтарь начал излучать мягкий, но величественный свет, а из него стали подниматься размытые фигуры. Это были не тела, а остатки сознаний, души основателей древнего племени семицветных питонов, поглощающих небеса. Они узнали ее. Для них Цайлинь была не просто потомком, а последней носительницей их истинной крови, тем, кто еще способен нести их волю. Эти предки передали ей свои мысли не словами, а напрямую через духовный резонанс. Они поведали, что их племя когда-то властвовало над небесами и землей, что их сила основывалась не только на грубой мощи, но и на гармонии 7 начал. Они объяснили, что их гибель была не случайной. Цайлинь они назвали не просто королевой Медузой, а сосудом возрождения. Они дали ей понять, что она не обязана повторять их путь, но может превзойти его.
Их наследие не было проклятием, а испытанием. Она должна была принять не только их силу, но их память и гордость. После этого их души начали сливаться с ее телом. Это не было насильственным вторжением, скорее они растворялись в ее крови, в ее костях, в ее духовном сосуде. Каждая из этих душ оставляла в ней часть своей силы, опыта и понимания мира. В этот момент ее тело стало вместилищем силы десятков семицветных питонов, а ее аура изменилась, став глубже, древнее и куда более опасной. Именно так она получила способность заимствовать мощь целого племени, словно за ее спиной стояли невидимые тени древних зверей. Когда Сяо Янь снова встретил Цайлинь, она, само собой, не стала ничего скрывать. Она просто приблизилась еще ближе, встав прямо напротив него. Она подняла руку, а ее рукав упал, раскрывая запястье. Вокруг запястья наблюдалось множество символов, напоминающих по форме семицветных змей. От них исходила особая сила, которая мешала провести более детальную проверку. Странное выражение вспыхнуло в глазах Сяо Яня. Он просто взял и схватил ладонью ее запястье. Он провел пальцем по нескольким символам змей. Его выражение стало серьезнее, так как он обнаружил, что в каждом символе сверкала собственная жизненная сила. Другими словами, данные символы не являлись энергетическими телами, а самыми что ни на есть натуральными, семицветными питонами, поглощающими небеса. Вот что произошло. На дне безмятежного источника сокрыт алтарь племени семицветных питонов, поглощающих небеса. Найдя это место, Цайлинь обнаружила тайные символы и унаследовала их наследие. К сожалению, племя давно вымерло, однако несколько основателей древнего племени все еще присутствовали там в состоянии душ, несмотря на уничтоженные тела. Королева Медуза своей родословной и связью семицветных питонов пробудила их, а они вошли в ее тело. Она смогла заимствовать силу десятков семицветных питонов. Все это рассказала Цайлинь. Кто бы мог представить, что на дне безмятежного источника скрываются остатки алтаря племени семицветных питонов, поглощающих небеса. Цайлинь и вправду выпала удачная возможность. В мире до сих пор сокрыты всякие разные таинственные наследия. Сяо Янь, можно сказать, тоже сумел заполучить очищающее пламя лотоса благодаря таинственному наследию. Все это звучало почти как легенда, просто у каждого из них был свой путь, свое наследие и своя цена за силу. Когда Цайлинь появилась, она указала на десятки семицветных питонов, поглощающих небеса, и поманила их к себе. Змеи просвистели, обратились бликами света и скрылись внутри ее тела. Это были духовные тела семицветных питонов. Все они состояли не из энергии, а являлись натуральными душами семицветных питонов. Десятки питонов зашипели в небо. Это, конечно, незабываемое зрелище. Цайлинь не просто так призвала силу семицветных питонов, ведь она столкнулась с угрозой небесных фениксов и их главой. И в этой битве Цайлинь продемонстрировала истинную мощь. Она больше не была просто королевой Медузой. Теперь за ее спиной стояла тень целого племени. В любой момент она могла призвать их силу. Словно десятки древних зверей откликались на ее зов, готовые усилить ее тело, ее ауру и ее духовное давление. Цайлинь уже не была прежней. Она эволюционировала в легендарного девятицветного питона. Ее аура стала плотной и величественной, будто сама древность смотрела на мир через ее глаза. Но каким же был сам прорыв? И какой силы достигла королева Медуза? Какую роль сыграла пилюля 9-го ранга и сущность крови святого? Рассмотрим это в будущих видео. С вас лайк, комментарий и подписка. А также напишите, как вам такая сила королевы Медузы и наследие семицветных питонов. До скорой встречи!